И сейчас я стартую с Сотого перевала. О, огонь вообще, о, Саян, вот они Саяны, а не то, где я был вчера. Вот они. Моя задача попасть в Балки за перевалом. Там исследовательская база. Итак, на подходе к перевалу я встречаю чудесного Мишаню. Без 28. Просыпался около 7, 6 и так далее. Но решил что-то дать себе возможность доспать. В конце концов, я сам себе хозяин. Уже стало жарко ночью, не сказать, чтобы подстывал. Ну, были какие-то моменты опять просыпания в дрожи. И вот уже буквально, когда пошел в туалет, стало жарко адски. Носки снял даже. Ну, в общем, нормально. Сегодня сложный день, тяжелый. Выспался. Спал просто замечательно. По жратве надо по-быстрому решать. Надо быстро думать, потому что я очень долго сейчас обычно собираюсь. Блин, вот эта штука. Крепление отвалилось. И полог палатки, блин, с этого сбился. Ладно. Там еще костер, кажется, даже шишает. Что-то щелкает. Ну, я 2 корневища хороших положил. Ветер поднялся, раздувает, видать, они стали уже шуметь, прикольно. Итак, котелок уже на огне, на завтрак пшенка с паштетом и растительным маслом. Буквально тут же, в нескольких десятках метров от стана, начинается подъем. Он вот такой, это просто в лоб по горе. Вот если горизонталь держать, примерно вот так, подъем достаточно крутой. Ну, прям вообще же скач. Зато здесь нет кустов, здесь просто трава, и везде по этой траве можно пройти. Как мне кажется, это идеальный вариант. Можно спуститься еще на 2,5 километра, а то и даже на 3 вниз, и там по ручью начать подъем. Ну, как по мне, такой вариант не очень, потому что это еще плюс лишние километры, лишний вот этот кустарник, лишняя березка, а плюсов по большому счету никаких и нет. Крутизна с подъема там будет такая же, вот в чем проблема. Итак, на завтрак пшенка с маслом, еще осталось сало, было 2 таких пачки, кстати. И полуторный паштет. Один, который я вчера не доел, на тот случай, что вдруг, если придется задерживаться, короче, сэкономил продукты, в общем. Вот такой завтрак. И, возможно, кисель все-таки я еще заварю. Котелок не вовремя упал в угли, палка прогорела под ним. Каша выпала опять же в угли, но все нормально. Я ее вскрыл, она чистая, ни следа золы. И успела свариться, самое что забавное. Ну, примерно такой вид приобрел этот самый пакет. Ничего страшного, это же сажа, это же не что-либо иное. Ну, просто влажная сажа. Потихоньку поднимается настроение, и уже хочется полечить с утра. Причем о горе, о подъеме в гору думаю с удовольствием, реально. Наконец-то можно будет нормально пройти и почувствовать силу. И резко и быстро набрать высоту, чтобы осмотреться вокруг. Вот это противоположный берег. Ночью было все нормально. Я спал как убитый, проснулся только в 5 часов утра. А потом в 6, потому что в туалет хотелось. И после этого уже можно было нормально досыпать. Очень полезно, небольшое отступление, реально. Что я делал до и что буду делать после публикации этого видео? Правильно, играть в Raid Shadow Legends. Ведь это самый крутой и реалистичный RPG проект, и он изменит все. Игра абсолютно бесплатна и доступна как на мобильном, так и на ПК. В Raid шикарная графика и потрясающая сюжетная история. Эффект присутствия в ней не хуже, чем в моих походных видео. Эпические сражения с боссами, битвы с реальными игроками и более 500 чемпионов, каждый из которых имеет собственную схему для персонального развития навыков, а также миллионы артефактов, которые нужно найти и использовать в экипировке. Ни один чемпион не будет похож на другого. Это дает буквально триллион способов компоновки ваших команд. В Raid была запущена совершенно новая система продвинутых заданий с потрясающими наградами. И это еще не все. Также были анонсированы несколько потрясающих новых чемпионов и новая локация «Роковая башня в подземелье». Посмотри, какой безумный уровень детализации. За всю историю Raid скачали уже более 10 миллионов игроков по всему миру. Посмотри на более 1 миллиона отзывов, где у Raid почти идеальная оценка. Поскольку Raid Shadow Legends спонсор этого выпуска, то ты имеешь возможность получить нехилый бонус. Прямо сейчас скачай Raid только по моим ссылкам в описании, и в качестве нового игрока ты получишь 10 загадочных осколков, 50 рубинов и 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона ворожею в качестве бонуса. И торопись, он будет доступен только следующие 30 дней. Ищи меня под ником ABVGAR. До встречи в игре. Сейчас дует низовка, ветер дует снизу реки вверх. Ну, это не хорошо, не плохо, просто констатирую факт. Вот как красиво солнце пробивает лучи сквозь дым. Похоже, сало никогда не закончится. Ну, что греха таить. Я иногда иду, просто вот, например, вчера шел на перевал, остановился, взял ложку и съел, например, 2 ложки. Потом пришел сюда на стан, съел еще ложку сала, запил ее джемом, и вообще вот так стало, реально. То есть оно такое, как бы как конфеты, в общем, получается. Это перекрученное сало с чесноком, луком, ну и солью, естественно. Ну так. Котелок уже вскипел.
Иду чистить зубы, бриться, мыться, зеркало забыл. Иду назад. Вот отсюда сейчас шикарно виден мой будущий сегодняшний подъем. Вон там лагерь, и вон там, 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 вот так пойду, там уже дальше сделаю выводы, куда дальше. Вот такая здесь утренняя красота. Все, дошел кисель, дошла, и да, у меня подъем настроения, хочется уже слушать музыку, подпрыгивать выше головы, орать Мишаню на весь лес, что я сейчас и буду делать, как побреюсь и умоюсь и почищу зубы наконец. Ура! Наконец-то стан собран. Время 11, без 5:11, без 5 минут 11. Это второй раз я уже так выхожу. Ну вот так получается. Я же отдыхаю, я сам себе хозяин. Правильно? Я то директор кордона, то там опять директор тайги здесь как бы. Ну, я сам хочу в 11 выхожу, правильно? Да. Так, значит, все готово к старту, во-первых. Так, баллон, ничего не будет забыто. Палатку я, по-моему, так и не показал. Что-то я жопу как-то промял, забыл. Палатка там стояла, все нормально. Так, кострище уже полностью растаскан, потушен. Воду не забыть, длинный перевал, жесткой воды может не быть. Все, камеры, снаряга. Я стартую, выхожу в крутую гору. Кстати, я же хотел сделать салат из лука с растительным маслом и солью. Но вчера что-то было не до этого, а сегодня уже не до того. Поэтому я его здесь и оставил. Может быть, какая коза или выживальщик будет мимо проходить, съедят лук и закусят вот затушенным костром, например. Ну, это же углерод, он тоже, наверное, полезен в чем-то. Выживальщик это сделает и скажет, что так и надо было. В общем, все нормально. Так, бутылка, камера, баллон, рюкзак. Рюкзак, нет, только не это. Ладно, выхожу. 4 минуты спустя. Вот здесь был мой стан. Вот здесь, прямо у корней этого дерева, этих деревьев. Начал набирать. Нормально, хорошо. Приятно, главное, ногам приятно, они работают. Ты чувствуешь, что ты человек, что ты сам идешь сюда, что ты собой руководишь, что ты сила. И здесь жизнь. Фух. Дождь бы не прошел. Отсюда кувырком по скользкому в легкую скатиться до самого низа. Склон очень крутой. Вот показываю уклон. Вот. Там дальше еще круче он будет. Есть там такая ступень. Нормально. Все, я уже возвышаюсь над долиной этого ручья, он по левую руку от меня. Там впереди долина Позаека, вправо уходит вниз. Вот такая примерно высота. Вот этот склон, я немного в лес зашел. Поднимаюсь, вон оттуда я пришел, вон оттуда спускался. Вот здесь, вот по этому распадку, короче. Оттуда я спускался с того перевала. И где-то вот здесь, где-то вон там я видел Мишаню внизу. Вот такая вот бархат. Подниматься не очень удобно, но сильно крутой склон, потому что нормально идется пока. В пути всего лишь 35 минут. С каждым полтинником набора высоты виды все лучше и лучше. Все чище и красивее можно видеть вот эту долину, по которой уходит Позаек. И вот эти горы, возвышающиеся в офигенном свете сейчас. Потом обливаюсь, капец, капитально, но уже немного осталось. В принципе, набор быстро идет, я почти не отдыхаю. Там несколько десятков секунд в общей сложности тратится на сбор черники. Потому что здесь местами, вот я почти лицом утыкаюсь в чернику, и она бывает очень крупная. Ну, конечно, грех ее не сорвать. Крупная, не очень сладкая. Почему-то ягоды очень мало, не знаю почему. Видимо, год не черничный просто. Поднимаюсь круто вверх и немного влево. Пытаюсь дождаться более или менее пологого склона, чтобы по косогору сильному не идти в сторону перевала. А именно, чтобы он был поположе. Ноги выворачиваются иначе. Все, вижу перевал, его седловину. Вот она, вот здесь. Совсем по-другому его представлял. Оказалось, что справа гора будет более крутая, огромная, продолжительная. Вот так он и выглядит. Прямо его створ самого перевала. Что-то где-то справа чихнуло, такое ощущение, как будто Мишаня фыркнул. Но, наверное, нет. Это могут быть глюки. О, кедровка прямо. Прям на меня летит. С ума сошла? Нет. Сейчас вот так траверсом по склону, не сбрасывая высоты, обойду и пройду к перевалу. Вот она здесь уже совсем редколесье. Здесь тропа идет, как я и предполагал, вот здесь склон уположился. По карте этого и не скажешь. Но здесь небольшая достаточно по ширине полка. И идет тропа. Это вот откуда я только что сейчас снимал.
Вот такая тропа относительно выположившегося склона. Блин, ведь об этом, вот если бы знать об этом наверняка, удобно бы можно было так подходить. Вот такие здесь дали. Дали просто сумасшедшие. Ой, как здорово. Это просто жопа мира. Я отвечаю, это жопа мира. Самое что ни на есть. На всяких плато Путарана более людно, чем здесь. Это 100% я даю. Это достоверный факт. А вон он перевал. Я надеюсь, козы не совсем поехавшие. Они будут также идти по косогору. Они не будут спускаться и подниматься. Только на это и надеюсь. Я очень надеюсь, что обратное эхо сейчас также будет слышно. Осталось примерно пол-литра воды. Я дошел до ручья. Очень удобно, очень удобно. Здесь прям все предусмотрено для туристов. Классно. Сразу вот воды. Сейчас, я думаю, лапшу заварю на перевале, что ли. Посмотрю, что за перевал, как там, что. Больше подъемов не должно быть. Теперь спуск уже до Талова. До самого устья Изырлы. Да еще больше жопы мира, где идти будет еще сложнее, я боюсь. Вот в чем проблема, что там троп как таковых вообще нет. Только зверовые. Ну там есть информация, что могут быть пропилена, может быть она. Ну, доверять такому, конечно, хочется. Но я смотрю правде в глаза, будет сложнее. Там, по-моему, 13,5 километров спуска. Вот отсюда шикарно видно это место, где можно вот идти, где я и шел. Вот эту седловину я и ждал. Это даже не седловина, а просто перемена рельефа, так ее назовем. На карте ее угадать практически невозможно. А тропа, которая идет старая по советским военным картам, она снизу поднимается и вот здесь где-то проходит. То есть она делает большую петлю. Я вообще ни на секунду не пожалел, что пошел в лоб по горе, что нормально, нехило, яростно набрал. Сейчас дойду до перевала, чекну время, за сколько удалось все это дело совершить. Перевал за спиной, 226 метров до него. Судя по карте, этот ручей, из которого я набирал воду, он течет вот оттуда и вытекает из болота. Это солнечная сторона, снега там наверняка быстро тают, и озера там нет. Но по карте там болото нарисовано. Ну что здесь растет? Водосбор, иртышник, русянка, возможно, какой-то дикий щавель, точно не уверен. Потом вот эта вот штука, тысячелистник, по-моему, это называется, если я не ошибаюсь. А что еще? Да много всего, я тут и не знаю. Ну все, я подхожу к последнему, 4-му перевалу за весь мой маршрут. Больше их быть не должно. От слияния ручьев до этого перевала на все про все вместе со съемкой ушло 1:10. Можно было бы и быстрее. Вот он перевал, и все, пошла туда долина Изырлы. Здесь ветер. Некомфортно. Думаю, лапши что ли сейчас бахнуть, что-то так есть захотелось. Тут есть записка? Нет? Интересно. Если есть, я ее трогать не буду. Просто мне любопытно, есть она или нет. Ну ее типа искать что ли опять надо? Не буду. Камни сейчас на место верну. Все, прощаюсь с долинами. Всех этих ручьев, всех этих скал, этих нереальных просто. Фух. Гребаные камни. Я дошел здесь по гатку. И вот не одну, их здесь много. Здесь постоянно какая-то птица хищная ест, отрыгивает мышей и ест их здесь. Отрыгивает их останки. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, и никакой записки здесь не надо. Мне кажется, даже лучше собрал, чем было. В общем, я решил застановаться буквально в нескольких десятках метров до перевала. Бахнуть лапши здесь за ветром хорошо, потому что я не знаю, когда уже будет следующий привал. Он, возможно, скоро будет, но это не точно. Жратва. Будет лапша и гейнеры я замешаю. У меня его очень много осталось. Вообще еда еще есть, и толченка, и все такое. Но гейнеры я бахну нормальную большую порцию, потому что, опять же, неизвестно, когда будет обед. Вот такие дела. Кажется, быстрая лапша с салом. Это вот как раз то, что нужно. И сало, такое ощущение, что терпело, чтобы его не съели. Именно до этого момента. Но еще гейнер бахну, энергии будет просто завались. Быстро пойду, наверное, сегодня дальше. Кстати, вода тоже невкусная.
Сразу понятно, что с болота течет, мать ее. Дальше тропа идет вниз по одному из притоков Изырлы. Это не сама Изырла, ее крупный приток. Вот такая она крутая вниз пошла. И гольцы. Редколесье начинается уже очень близко. Ветер. Холодно. Надо разгоняться вниз. Сейчас опять колени болеть начнут, наверное. Воды мало пью. Где-то там внизу ждут меня пара водопадов. 2,4 метра, если я не ошибаюсь, если верить старым нинштадтовским картам. А также там еще впереди будет стоянка, стан. Неплохо здесь. Местами ветра вообще нет. И жарко становится сразу. Солнце очень печет. Такие дальние склоны. Кажется, вот тут рукой подать. А попробуй заберись вон туда, к елкам. Замучаешься. Да и с рюкзаком особенно. Что-то Мишани не видно. Странное дело. Насрано только что было. Отсюда, вероятнее всего, видна вся долина, по которой мне придется спускаться. Полностью вся эта долина, вот она здесь. Но вот это очень далекий путь. Вероятнее всего, я просто сейчас не могу сориентироваться. Вот уткнусь я в эти горы, а что дальше? Возможно, там уже и течет из Орла, вон оттуда слева приходит. Сейчас я поразбираюсь, пока это значения не имеет. Один хрен мне. Просто до конца вниз, пока не упрусь в нормальную реку, в нормальную воду. Вот эти правые склоны. Красота. Не то чтобы красота, тут как бы так и не скажешь красота. Здесь надо осязать все это, чтобы понять и почувствовать. А как это не осязать, кроме как здесь? А вот отсюда можно ближайшие окрестности детально рассмотреть. Я стою над уступом. Здесь неплохая тропа, в принципе, ну прям шикарная тропа, ладно, чё греха таить. Я сейчас здесь смотрю, так медленно-медленно все обсматриваю, пытаюсь увидеть Мишаню, чтобы попугать его немного, поорать на него. Как красиво здесь сейчас, тут вообще, это просто офигенные виды сейчас. Все кажется так легко проходимо, ведь это все полная жопа, невозможно идти. Вот эти вот плешины, вот эти, вот плешина, вот плешина, вот плешина. Это же все это карликовая береза и ива. Их же невозможно вообще проходить, это полный абзейшн. Тропа вроде бы будет идти по левому берегу, и где-то уже скоро водопад, скоро стан. По ощущениям, здесь уже осень. Тут что-то так много желтых цветов, дофига всего пожелтевшего. Вот этот лук, например, издалека он выглядел желтым, точно так же, как выглядит вон тот. С чем это связано, не знаю. Спускаюсь неспешно, смотрю по сторонам, пытаюсь еще увидеть какого-нибудь зверя. Ничего не выходит. Вот оттуда я спустился. Вот с самого-самого верха. Тропа обходит вот здесь где-то таким глубоким поворотом справа. Первый брод. Хорошая вода, но невкусная. Наверное, со снежника. Полагаю, трава такой высоты останется. Навряд ли здесь будет высокотравье, учитывая, что уже сегодня 2 августа. Выходит так, что ли? Ё-моё, ни хрена себе время летит. Где-то уже скоро, метров через 450, а то и чуть раньше, будет брод. Мне надо будет его забродить. Вот здесь я зашел в какую-то хрень. Здесь ни черта не видно, куда ступать. Я иду в кроссах, нога в них норовит повернуться. Вот. Стоптались уже нафиг они из-за того, что по косогору идешь. О, вон там цирк. О, хотя это не цирк, наверное. Нет, это не цирк. Вот такие виды по сторонам. Иду по полю, пока трудностей никаких. Бурелома нет, бурелома не слышно, но он будет. Будет очень скоро. О, снова лук. Можно нарвать лука, но я, конечно же, опять его нарву и не съем, блин. Наверное, не буду портить, пусть растет. Так, вон там место обалденное. Наверное, оттуда еще какой-то ручей подходит. Моралиха вон там. Я как крикнул сейчас просто поорать, а она как ломанулась. Блин, я ведь мимо нее прошел. Иду вдоль ручья, спускаюсь к основному притоку, к знаковому месту. Оно в 200 метрах отсюда. Вот такой вид. А вот здесь кедры на уже вымытом дождями склоне до камня. Прикольно. Моралиха, блин, ломанулась. Я как заорал, она подорвалась, как побежала. Она достаточно далеко была, но такая крупная, красивая. Я ничего не успел сделать. Она где-то вот здесь, в этом лесу, просто, видимо, встала и дальше не побежала. Я просто ждал, когда подсеку ее просто. Как она из леса выбежит, но не вышла. Огромная такая, блин. Я спустился и оглянулся, увидел водопад. Наверное, это он нанесен на карте. Водопад 2 метра. Он, конечно, небольшой, не огромный, не ревет. А вон там я вижу еще водопад. Вон. Ага, слева, вот-вот. Если будет удачный ракурс, я его сниму.
но пока не уверен. Ага, туда еще дойти, пройти надо, желания нет возвращаться. Пофиг, подошел я к водопаду, вот он. Ну, блин, наверное, весной он более поразительный, так скажем. А вон тот там. Это ведь тот самый приток, по которому я спускался. Он здесь с таким перепадом. Офигенно. Фу. Жарко, блин, поднялся немного, но жарко стало сразу. Короче, вот с этого места, вот, тропа должна быть пропилена. Вот. А почему я сюда шел? Да чтобы проверить, так ли это на самом деле. А вот здесь должно быть местечко для отдыха типа. Но оно какое-то все убогое. И ни хрена-то здесь такого, что я представлял, нет. Стоянка, стол, стулья, я ее зафиксировал. Но здесь есть только, например, вот разодранный кроссовок. Абибас, например, вот. Абибас кроссовок. Ну и вот, собственно, стол, стулья. Короче, хрень какая-то. Ничего серьезного, бля, я, честно сказать, я такие надежды возлагал на это место. А тут что-то вообще абзац. Ладно, отсюда может быть пропиленная тропа и нормально получится идти. Ну просто какой-то абзац вообще, реально. Ну что это? Да. Ладно, я сейчас здесь что-нибудь заварю по-быстрому. Наверное, киселя. Традиционно в местах, где нет никакой растопки, разжигаю костры тем, что валяется под кедрами, вот этими сухими иголками. Сейчас посмотрим, заберется или нет. Если нет, надо просто больше иголок. Больше создавать жар, чтобы ветки схватились. О чудо! Единственный плюс этого стана — это кусок бересты. Откуда он здесь, ума не приложу. Но мои ветки уже загорелись, и все, береста уже не нужна. Я ее, наверное, брать не буду, пусть она здесь лежит по-прежнему. Будет чай, гематоген, возможно, еще одна быстрая лапша, возможно, гейнер. И сало, наверное, доесть надо. Колбаса, не помню, кажется, колбаса где-то еще была, небольшой кусок. Передают хорошую погоду на ближайшие дни. Минимум еще 3 дня должно быть нормальной, качественной, хорошей погоды, без осадков. Если будут какие-то осадки, то совсем минимальные. От этого стана неподалеку вот такие скалы и тот водопад, что я показывал. А на той стороне вид вот таких гольцов. И кажется, что там можно спокойно по ним ходить, не напрягаться. Какие-то альпийские виды на открытках, будто бы, вот эти наши ничем им не уступают. А по труднодоступности, так и того сложнее. Ну, не был я, правда, в Альпах. У меня свои Альпы здесь, в истоках Изерлы. А вот эта гора высокая. У нее есть вон там озеро, вот здесь. И эту гору, я ее показывал абсолютно с обратной стороны, наверное, вон с той. Когда пристреливался и прикидывал, какой у меня будет маршрут, где и как я буду идти. Прикольно, в общем, ее можно с другого ракурса увидеть. А вот здесь такая не знаю, дурмашина, что ли, какая-то. Она мне ассоциируется с каким-то панком, короче. Небритым панком с ирокезом. Я ее издалека еще увидел, думал, интересно, я мимо пройду или нет. Короче, вот гора высокая, она классная. У нее вот эта часть, эта сторона, это цирк. А вон там справа на нее можно по бархатному склону зайти. Конечно же, этого делать я не буду. Приток за притоком. К одному притоку меня там зверовая тропа привела, я не пошел по нему. Но, блин, вынудила все равно другая зверовая, которую я подсек. Пришел на приток, все-таки бродить надо. Вон эта гора высокая, во. Вот это вот все, что ее окружает. Тучи над ней такие адские. Классно, сходить бы туда, в тот цирк, но нет, не пойду. Здесь отсюда видно, что сильно ниже мне надо будет. А вот этот ручей. И он попадет в Изерлу. А я вот так и перехожу. Вот так. Просто раз, 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 хоп, хоп. Все, я здесь. Вот здесь выход тропы. Звери набили хорошую. Я уже репеллентом воспользовался, что вдруг клещи пойдут. Вот она, эта часть высокая, какая она красивая. Классная она. Пришлось переобуться в сапоги. Тропа стала дерьмовой, так скажем. Почему дерьмовой? Потому что в сапоги пришлось переобуться, потому что везде мочежины, грязь и всякое дерьмо. Более того, она петляет, пропадает, снова где-то появляется. Это та самая старая тропа, которая на генштабовских картах даже есть. Она не точная. Реальные тропы идут где-то относительно около нее недалеко. Ну, то есть, теоретически, если придерживаться этой генштабовской тропы, то ты попадаешь на какие-то тропы периодически. Что я и делаю. Сапоги надел, не хотел. Кроссы все-таки промочил, потому что болотины, мочежины начались. А если они начались уже здесь, в пойменной части, ну, уже все, значит, абзац. Можно не надеяться на нормальный, сухой, хороший ход. Иду, времени 5 часов. Пошел до ручья хлопнуть немного воды. После быстрой лапши что-то пить сильно хочется. Да, шоколадки и чай я дофига бахнул. Чай, конечно, нежелательно, но
Что-то я подумал, что я не сильно спешу, можно и бахнуть чая. Потом просто воды побольше пить, вдоль ручья же все-таки буду идти. И тут что-то на меня такая тоска нашла. А тоска, собственно, почему? Я ухожу из редколесья, ухожу из области тундры. И что-то так тоскливо стало. Когда я туда теперь снова попаду? Все, тайга, бескрайняя, черника, черемша. Черемшой все зубы себе забил, блин, она как веревки просто застревает. Только остается смотреть на эти макушки, на безлесные пока там и уже залесенные курумные вон там. Сейчас я их сниму. Короче, блин, как-то грустно. Кажется, что поход заканчивается. Скоро уже пойдет река, я буду плыть там по ней какое-то время. А вот эти переходы сложные, ветреные, с огромными обзорами, они закончатся. Ну, посмотрим, ладно, что будет дальше. Впереди еще очень долгий путь. Тропа постоянно теряется, и все это непросто. Ладно, черпаю кружку воды за здоровье туризма. И коньяк, ром уже давно закончились, к сожалению. А качественного спирта найти мне не удается. Может, и не ищу просто потому что. Скажем так, теоретически есть изба. В теоретическом месте и теоретически до нее идти 4-6 километров по прямой. Вот я сейчас и мозгую и гадаю, а успею ли я ее найти? Потому что время 5:10. Даже если 2 километра в час идти, наверное, успею. Но проблема, она очень старая, ей, наверное, уже лет 7, может быть 10, и нифига ее может там не быть. Честно сказать, не очень я горю желанием ночевать в этой избе, потому что я хочу на Харюзную реку выйти. А там, наверное, еще Харюзе нет, потому что водопады. А может, уже и есть. Ну, короче, ладно, двигаю. Просто захотелось что-то яростно полечить, наверное, дошла еда. И вот эта кружка, что я бахнул за здоровье, за туризм русский, она, наверное, дошла. Вот такие сочные краски мохового склона с кедрачом и пихтачом. Пихтача пока еще очень мало, но он уже начинается и начинается. И мелкий, и крупный, и всякий разный пихтач уже есть. Эх, я говорю, все кончается, это самая область, граница зоны леса. И вот все, я уже в родной среде, где уже ноги поломать можно и ничего не стоит. Не покидает меня эта мысль почему-то. Ладно, тропа, естественно, теряется здесь же. Я почему остановился, чтобы немного поматериться. Вот эти моховые краски, я, конечно, уже очень много наснимал такого, но это нельзя не снять. Вот он какой настоящий, это сибирская тайга русская наша. Вот, и вот она, к такой я привык. 90% кедрача. А цвет-то какой цвет? Я же цвет показываю в основном. Зачем я вообще снимать начал? Настолько сочный. Я сейчас попытался настройки такие сделать, чтобы было это видно один в один. Вот как оно и есть. Но и ходить по нему вообще жопа. Нога проваливается по щиколотку, а то и по колено местами. Абзац полный, в общем. Хорошо, что я иду не там. Внимание, вопрос. Что выберет выживальщик из этих двух предметов? Можно написать в комментариях. Какая жимолость, я такое еще не видел. Здесь почти все ягоды на месте, во. Какого хрена, потому что она везде почему-то то ли обсыпалась, то ли ее объели. Здесь же еще типа высокогорье. Она до сих пор висит. Обычно она где-нибудь в июне поспевает. Ну что, я ее сейчас все объем быстро. Быстро объедаю. Во, буквально 25 секунд и полная, почти полная горсть. Ну, будем. Нормально. Пошел вокруг брода, продрался по дебрям, пришел к притоку. Вот такие бутаки лежат. Метров 100 еще надо пройти по этой жопе. Вон там где-то пойду, наверное. Абзац, лазить. Скорее бы тропу опять уже обратно вернулась на берег на этот. Ну что, узнаю эти места. Началось. И дурнина тут, и переходы, и валуны, и ямы с прозрачной водой. Да, я это больше люблю, чем редколесье и все, о чем я раньше говорил. Ну, конечно, в редколесье тоже здорово. Все, вот она, обзейшн. Тропа, кстати, закончилась довольно давно, хорошая, внятная. И сейчас приходится достаточно капитально превозмогать. Как красиво, а, смотри-ка. Это я обхожу бурелом и вышел вот сюда. А здесь вот такой просто каменистый берег, прям кайфовый. И все, и потом он на этом заканчивается, и дальше опять боль. Снова боль из зарослей сплошных. Саяны, горные ручьи, горные реки, вот они, вот. В этом вся суть саянских ручьев. Саянских притоков и истоков рек. Ем батончик. Только что вот распинал. Показалось, что совсем свежее. Свежая мишань на дерьмо. А в нем вон что. А в нем опарыши. А может оно быть свежим или нет? Наверное, нет. Пробираюсь к очередному броду. А скоро будет еще один. Через 1,2 километра.
Там надо будет не забыть набрать воды. Ой, здесь что-то абзац. Тут, видимо, раньше было русло. То ли селево изменил, то ли что, селевой поток. Так, дальше что? Ой, там опять сразу после брода снова в кусты. Ну и что здесь? Оба! Тут можно загреметь в легкую. Честно сказать, мозги стали хреново соображать. Что-то надо закинуть. Может быть, гейнера? Насколько вот этот валун устойчивый? Сейчас проверим. Да, устойчивый вроде. Ладно. И сейчас найти, главное, выход тропы с этой... вон, жесть какая. Я говорю, жескач. Просто конец вообще. Ну как, что это? Вот они, Саянские ручьи. Ладно, это все здорово, весело, но надо выходить. Торопиться, времени мало осталось. Уже темнеть скоро начнет, а мне надо еще попытаться избу найти теоретическую. Вот так. Вот так вот оно и бывает. Ничего не стоит убиться. Это все усложняет. Надо искать вон там, значит, проход. Попробуй в этих джунглях что-то рассмотри. Куда тебе и как и что. Просто абзац полный. Да, все тяжелее и тяжелее. С каждой буквально сотней метров становится здесь. И сложнее отыскивать маршрут, отыскивать путь. Если раньше была халява, реально. Это все высокогорье, все, там как бы нет проблемы. Можно идти с большими неудобствами. То здесь идти просто нереально. Нужно конкретно смотреть, куда пойти, как пройти. И мозги, поэтому я говорю, что уже охреневают. Сейчас бы пару шоколадок хороших бы съесть, и вообще нормально бы стало. А вот сейчас я покажу то, что мне совсем не нравится. Меня это все повергает в шок. Реальный шок. И хочется отсюда прямо сейчас взлететь из-под этой елки и улететь домой. Ничего не напоминает. А вот это. Вот это. Вот эти порезы. Медведь вот так разодрал дерево. Видно здесь его когти. И все это было разломано и выломано. Вот. Я не знаю, зачем ему это понадобилось. Для чего ему нужно стало дербанить дерево. Но мне кажется, что это не очень хороший знак. Это пометка территории, естественно. Но какого черта до такой степени он ее разодрал? Причем смола, да нет, смола старая. Во время гона все это было устроено. Причем я же здесь поозирался по сторонам. Здесь ничего такого нет. Никаких упавших деревьев. Ничего такого, что могло бы поранить эту штуку. То есть такое ощущение, что это либо снаряд какой-то вот так просто пролетел, сшиб дерево, либо это просто медведь его разгрыз и раздербанил. Я охереваю сейчас. Вот такое ощущение, что внезапно тропу починили и идти стало нормально. Вот зарубка, например. Просто абзац. Иногда плакать хочется. Я говорю, хочется подпрыгнуть и улететь отсюда, что как будто, блядь, все, чтобы это закончилось, любые деньги отдать. Но потом вот как сейчас. Что-то более или менее вменяемое, что-то раз разгоняешься. И вроде бы уже и процесс идет. Вон там я вижу вот этот ствол, он спилен. Сейчас там были свежие зарубки. А вот еще, например. Вот зарубка сразу, да? Да. Вот здесь что-то какие-то надписи даже есть. О, если у кого-то есть желание, можно их разобрать и написать в комментах. Это будет очень классно вообще. Это будет просто супер клево. Вот, пожалуйста. Вот, посмотрите. Вот, посмотрите, написать. Вдруг это кому-то будет нужно и интересно. Как тогда с походом на базу геологов. Дофига там отписалось ребят геологов. Я закрепил комментарий этот. И может быть здесь сейчас тоже кто-то себя узнает. Че, нормальная тропа? Вот здесь она идет, вот. Вот отсюда, вот так и вон туда. Прямо вот в эту дичь куда-то уходит, в эту жопу. Как она, что, сравнится, нет? С маркированными маршрутами Доропея. Нормальная? Ну, уровень примерно тот же, нет? Я просто вне себя сейчас, потому что я охерел уже здесь пробираться. Пришла пора запасаться берестой, скоро становаться. Снова дрочиться с разведением костра никакого желания нет. Поэтому вот эту штуку раздербанил. Теперь костер загорится и заберется мгновенно, очень удобно и комфортно. Осталось только найти какой-то удобный способ запихать ее в рюкзак, не снимая его. Ну чё, кто вот так мог промаркировать тропу? Даю варианты ответа. А. Доропей. Б. Абывыгат. С. Мишаня. Кто? Маркировка тропы от Абывыгат. Доропей. Чё, пойдет? Это еще тоже прелести маркированной тропы а-ля маршрута Доропея. Подходишь, а тут бац и канава. Канава 15 метров высотой. Ее надо спуститься, преодолеть и пойти дальше.
И самое-то что забавное, маркировка-то есть, а? Вот по каким маркированным тропам ходит АБВ-ГАТ. Это, кстати, очень хорошо, что она есть. Это прям как бальзам, реально. Что хотя бы мозги не надо напрягать, которые у меня уже высосаны за сегодня полностью нахрен. С этим апдейшеном. Сначала показалось, что это рога, а это, наверное, кусок черепушки. Чей? Ну, я не знаю, чей. Может быть, кто-то грохнул здесь это животное и отпишется в комментариях. Завалено все сплошняком. Видимо, у кого-то пилы на что-то хватало, пропилить пропилили. Здоровые стволы не пропилены. Пропилены нездоровые вот стволы через раз, через одно. И свежие есть, и старые. Ну вот, например, 100-летний кедр валяется прямо поперек. Ну, вон там уже сделали обход, и там пропилили уже завалившее обход бревно. Короче, очень весело, уже темняет. Не исключено, что я буду пробираться к потенциальной избе. Теоретически есть небольшая вероятность найти избу. Думаю, это сделать, попытаться. Время неумолимо уходит. 8:30 уже. Я не успею сегодня дойти до Абакана 2,2 километра. Я пытаюсь спуститься по какой-то очередной звериной тропе, которая только что нарисовалась, до потенциальной избы, о которой практически ничего не знаю. Есть она сейчас, нет, никакой достоверной информации нет. Единственное, я пытаюсь немного протянуть по склону, пройти, потому что по карте там круть будет неимоверная. Я маленько еще хочу здесь по склону пройти, чтобы уже чуть попозже начать спускаться. Короче так, шутки кончились. Беру компас, ставлю 200 градусов азимута и иду на потенциальную избу. И есть только одна проблема в том, что надо будет бродить вот этот приток, вдоль которого я все время шел. И, ну, вообще не хочется. Я боюсь, что он там сейчас такой полноводный. Я просто уже что-то так устал, уже даже язык, если честно, еле ворочается. Сейчас бы съесть, я говорю, пару шоколадок, и до сих пор иду о них мечтаю, о кока-коле, о нормальной пицце какой-нибудь. А у меня из рациона только крупы и паштет. И мука для рыбы, которой еще нет. Которая уже родилась, но ее еще здесь, ее еще в этих реках нет. Чтобы было понятно, что из себя представляет спуск. Это вот такой буреломный с мелкой порослью склон. Ковер из травы, мха, иголок и чего-то еще. Я просто иду по азимуту тупо, вот так вот вниз спускаюсь, чтобы не подскользнуться, стараюсь следить, ну и чтобы не врезаться в какую-нибудь ветку там, еще во что-нибудь. Короче, стараюсь беречь вещи на рюкзаке, чтобы их сильно не драло. Каремат, например, тот же самый. Так и двигаюсь. Просто охреневаю, спускаюсь вот по такому склону. 150 метров остается до района избы, где она может быть, где ее еще надо будет обыскать, подыскать. Вон там, это шумит приток. Я ума не приложу, какой он там вообще, как его переходить. Ну, судя по шуму, кажется, может водопад там, кстати, может водопад, правда, какой. А за ним и спокойная тишь, где по щиколотку воды. Вдруг так. Потому что времени это уже без 15:09. И уже темнеет. Ладно, очень мало времени остается. Но в любом случае, если что, на берегу просто буду остановиться и все. Хватаюсь вот так за кусты и потихоньку сползаю. Потом другой рукой. И так все медленно, плавно делается. Короче, хоть время и поджимает, я пошел на этот самый сильный шум. Ну, надо посмотреть все равно, что это в любом случае. Это просто дурнина, ничего особенного. Просто дурнина и даже не водопад. А бродить в эту дурнину сейчас мне все равно предстоит. Надо будет искать место, найти где-то спуск туда, уже темнеет. О, бляха-муха, а вот бревно, например. Березина. А, нет, она высоко, опасна сильно. Да и здесь много, наверное, будет сейчас стволов и хороших переходов. Все, спускаюсь к реке. Да сейчас смотрю, в принципе, фигня, что тут бродить-то. Ой, ой. Да тут мелко вообще, ерунда просто. Ну, выглядит, конечно, как дурнина, серьезно. А слышно-то вообще, кажется, тут просто смерть, блин, какая-то воплоти в виде воды. А тут ерунда. Вот здесь вообще ничего не стоит, по-моему, да? Могу ошибаться, глаз уже замылился, что-то ничего не соображаю. Тяжело так что-то еще. Да нормально здесь я пройду. Или нет, я что-то вообще уже все совсем глючит меня. Ни хрена не понимаю. Ладно, сейчас буду разбираться. Абзац уже просто. Надо закинуть углей каких-нибудь. Охренеть просто. Я орал сейчас просто во все горло. Я только перешел вообще халявой там, где я показывал. А вон там. Это что такое? Блестит, не пойму. То ли крыша, то ли изба. Ну, избу я глазами уже видел. Это она.
Это она, это просто фантастика. Я с такой точностью на нее вышел примерно по азимуту. Ох, как хорошо. Ну ладно, чё? Неужели фартануло? Неужели я не зря столько сейчас тут страдал? И неужели то, что я так тянул, меня не наказала судьба? Что я... Да, вон она. Все отлично, просто шик. Я не знаю, фокус не настроился, это просто охереть. Кстати, у нее разделка дымохода оцинкованная или нержавеющая, значит, что изба вообще в порядке. Значит, она нормальная, зачетная. Но по-другому быть не может. И все, я иду. Но здесь невозможно просто пробраться, здесь жесть. Здесь валунник. Огромные бутаки лежат, вот, огромные бутаки. Я только перешел на этот берег. Здесь можно разбиться. Как она здесь затесалась? Такая красота. Как это вообще возможно? Я не понимаю. Вон она. Ой, абзац, это счастье. Это вот что это счастье значит. Я не знаю, что может быть лучше. Я просто еще пытаюсь, блядь, осмотреться. И здесь-то вот так и не пройти. Там вон 2,5 метра просто уступ из камней. Надо перелезть вот здесь вот так. Ударить кружкой об объектив, который я починил недавно собственными руками. Сделал. Ой, к избе подхожу. Это просто сказка. Вот оно, настоящее богатство. Вот оно. Колени болят. Странная изба, честно сказать. Подхожу, ладно, все. Что, снимаю прямой эфир. Что-то какой-то же скачок у нее с крышей, по-моему. Или я могу ошибаться. Ни хрена тут дров сколько. Котелок стоит какой-то. Ой, дверца-то какая. Дверца как окно. Ладно, сейчас. Тут просто жесть какая-то. Здесь невозможно передвигаться. Просто абзац. Все в бутаках. Ой, изба. Да красавица-то ты, а. Ёпрсы-то, нары двойные. Банка сгущенки на полу, что ли? Ладно, все. Охереть просто это произошло. Это просто фантастика. Где я нахожусь? Изба еще здесь есть. Да, это просто счастье и кайф. Это не описать. Это невозможно объяснить. Кастрюлька вот такая. Да это же знак. У меня такая кастрюля. Я начинал с ней в походы ходить. Я отвечаю, я не прикалываюсь. Велопоходы мои. Вот с этой кастрюлей были, с такой же точно. И замигал аккумулятор. Ладно, все. Разбираюсь с бой, станусь. Вот кто здесь тоже становался. Фу, абзац, как круто, а. Как круто. И дрова даже есть. О. Сейчас я сниму все это безобразие. Это полный абзац. Нет, я ничего не хочу плохого сказать. Все хорошо, но это все равно просто полный абзац. Здесь есть печка. Закос под печь длительного горения. Здесь есть котел. Здесь есть чайник. Изба прям на камнях, как бы камни даже вон в полу, а пола как такового нет, буквально вот 3 доски всего. Банка сгущенки, возможно, пустая, здесь дрова есть. И в чем палево, что все сильно-сильно засрано мышами. Я попытаюсь здесь зайти, это очень сложно сделать, серьезно. Пахнет здесь нормально, немного сыровато. Засранные нары. Обязательно их надо протереть перед тем, как вещи сюда, смахнуть веником, что здесь на них. Ну и что, крыша есть, но пробегает, видно вон немного. Ой, абзац, конечно. Изба абзац, честно скажу, выглядит красиво. Молоко сгущенное, пустая банка здесь валяется. Ну что это такое? Какой-то свинарник. Интересно, а хозяин здесь бывает? Ладно, подмести, постелить каремат и можно спать. Пойдет. Стою здесь, согнувшись в 3 погибели. Ладно, начинаю гоношиться, суетиться, очень много дел. Был сделан веник из ели. И этим веником из ели я сейчас вымету все дерьмо с нар. С нары со стола и вообще с глаз. Постараюсь не дышать, конечно, этой дерьмовой пылью. Сейчас стало получше. Без тонн дерьма получше. Эту нару тоже подмел. На стол надо пакеты. Я в этот раз мусорные пакеты нормальные не взял, только уже они одни драные остались. Ладно, что-нибудь придумаю. Вода рядом, пожалуйста. Хочешь, набирай из дурнины. А хочешь, вот здесь и попроще дурнинка. Удобно, нормально. Блин, кисель просыпался в котелок. Ёпрст. Из чего попало, был забацан костер. На нем уже котелок. Пока не знаю, на что пойдет вода, надо подумать. Ну, конечно, это будет крупа, потом будет компот. Возможно, еще что-то. Мозги вообще не работают. Надо вспомнить, что еще осталось из еды. Итак, на ужин пока пюре. А в пюре черный перец, укроп и петрушка.
Я, короче, не дождался ухи. Забацал их сюда. Я сейчас снимаю в полной темноте и даже вырубил фонарь. Все хорошо видно, небо, звезды. Но я что-то настолько еле живой сижу, просто абзац. Я съел толчонку и запил все это дело компотом. Целым котелком 1,3 литра компотом. Последний компот, кстати. Вообще еле живой, надо вставать. Я сижу на каремате на камне. Я завтра нормально, хорошо вокруг избушки сниму, какой здесь абзейшн полный. Тут невозможно вокруг нее обойти, не споткнуться, не упасть, а какой-нибудь валун. Короче, такие дела в избе я подмел, я показал. Печь сейчас попробую затопить в ней и просто ложиться спать. Я там даже зубы чистить не буду. Просто сижу как зомби. Реально, зомби залип. Хорошо, что хоть не холодно. Если было холодно, я бы задубел, а сейчас просто как разморенный. После еды вообще, ну просто абзац. Ладно, пройдено было сегодня 15 километров. Да, кажется, это немного. Ну, там какие-то бешеные наборы высоты, спуски. Не знаю, надо смотреть это все. У меня есть только трек по километражу. Это 14,9, что ли. И в пути с 11 до 10. Примерно так. До новых встреч. До завтра. Итак, это первое утро на избе в жопе мира. Спал я просто исключительно, с открытой дверью всю ночь. Было очень жарко, я ее сразу не стал закрывать. Все. Вот. Наконец-то я и проснулся в этом забытом Богом месте. Надо сходить на водопады пойти, надо что-то пожрать в первую очередь, потому что я даже поссать не хочу. Я настолько, видимо, обезвоженный был вчера, что 1,3 литра воды, компота, ничего не дали. Никакого эффекта, так его назовем. Но чувствую себя просто исключительно. Если бы не чурки, упавшие мне на ногу прямо на бедро, сейчас покажу, когда я снимал рюкзак сверху. Ну, я просто не в избу его убрал, а здесь наверху оставил. Щелка узкая, вход в дом. И ну, с рюкзаком просто не пролезть туда, короче. И у меня чуть не сломала ногу, в общем, огромная здоровая чурка. Я что-то не понял, я что, про шалаш не снял? Как это вообще могло получиться? Вон там какой-то навесик организован. Может быть, кто-то пережидал большую воду или еще что-то. Балаганчик небольшой, здорово. Во, пожалуйста, я умываться сюда пришел, по большому-то счету. Я уж пока лечил, забыл. Надо умыться. Такой гул создает ощущение, что ты находишься на какой-то супер бешеной реке. А я ее вчера в сапогах перешел, никаких проблем. Ладно, сегодня задача добраться до Малого Абакана, найти косу поуютней, покомфортней и застановаться на ней, сделать полудневку. Ну, к тому времени это уже будет полудневка. Порыбачить, харюзей, наконец, у меня очень мало еды. В общем, жратвы вообще реально нет, наверное, на пару дней осталась конкретная раскладка. Поэтому рыба мне сейчас, без рыбы оставаться никак нельзя. Потихоньку из того, что было под ногами, разводится костер. Будет вареный рис, гречка и чай. Ой, блядь, будет вареный рис, паштет и чай. И прямо у избы растет брусника. И она здесь уже красная, а там в верховьях она еще совсем была зеленая, полузеленая, но, в общем, непригодная для еды. Дым от костра уже пошел вниз по долине. Я очень быстро сегодня проснулся, поэтому надо поесть быстрой лапши с утра. На огне рис. Рис, паштет, быстрая лапша заходит. Между прочим, гейнеры, я ни хрена из этой пачки почти не съел, его еще остался литр. Он не такой, что литр это килограмм, нет. Тут его значительно меньше, чем кило. Заваривается быстрая лапша. Вещи почти готовы к сбору, и Покрафт ждет своего часа. Что-то я ничего не ел, но настроение уже поднялось, не знаю, с чем это может быть связано. Ем быструю лапшу, и сейчас так хочется отъебукать всех тех, кто мне говорит: не ешь эту гадость, не ешь эту гадость. Я ведь сегодня добрый с утра. Честно сказать, я сейчас думаю только об одном. Об одном единственном том, что только бы не было харюзей под водопадами на Изырле. Если там будут харюза, мне придется их ловить. Я просто не смогу остановиться. И я надеюсь, что их там не будет. Я просто посмотрю на водопады, полюбуюсь и пойду назад, и пойду на выход, пойду на Малый Абакан. Только бы там не было харюзей. Не дай бог, там будут лапти по полметра. Мне придется их ловить. А там же жопа мира, там еще хуже. А на Абакане, на Малом, там косы широкие, светлые косы солнечные, красивая вода. Там просто хочется жить, наверное, мне так кажется. Я же там был 2 или 3 года назад. Мне там понравилось, но я ничего не помню. Вот. Только бы не было харюзей. Так, все готово. Рис, паштет.
И будет ставиться сейчас чай. Процесс пошел. Теперь я директор этой избы, и я могу позаимствовать здесь сахар. Ненавижу чай с сахаром, но обязывает ситуация просто. Сейчас несколько опишу ситуацию. То есть я сейчас реально на грани истощения, на грани просто морального какого-то абзаца. Потому что еда у меня практически заканчивается. И расчет такой, что она вот-вот кончится и есть будет просто совершенно нечего. Поэтому я могу себе позволить в состоянии крайней необходимости позаимствовать немного сахара. Нет, я этот сахар не буду забирать. Я его, конечно же, сейчас на место поставлю. Я имею в виду, что я в чай насыпал. То есть сейчас я практически могу делать все, что угодно, лишь бы только не умереть. В состоянии крайней необходимости так это и называется. И даже в самообороне такое, по-моему, присутствует. В общем, так. Такие дела. Чтобы выжить сейчас, я могу немного беспределить. То есть ловить рыбу, брать сахар, крыть матом. В каждой удобной и неудобной ситуации. Это мне необходимо для того, чтобы сейчас выжить в этой жопе мира. Как приятно пить чай с сахаром, который тебе не пришлось нести. А пройдено было около 120 километров горной тайги Саянской. За русский туризм. Итак, моя следующая миссия — это поиск водопадов на Изерле. Просто хочу посмотреть их, как там, что. Просто посмотреть, потому что когда здесь я еще появлюсь, неизвестно. Я вышел полностью налегке, взял с собой только самое необходимое. Это камера, сигнал охотника шумовой и нож. После плотного завтрака и чая с сахаром идти кажется как-то слишком лениво. Но ничего страшного, сейчас я уже разойдусь, войду в темп. И все нормально. Надеюсь водопад услышать по шуму. Пока навигатор не включаю, экономлю заряды. Вон там, кажется, уже Изерла, что ли, так близко. Ну-ка, да. Ладно, тропой здесь можно пренебречь. Она потому что вся теряется, как попало. Идет, поэтому я сворачиваю и иду уже к Изерле. Где-то выше ее устья, в нескольких, может быть, в нескольких сотнях метров, я точно не знаю, говорю, не включая навик пока, будут водопады. Один ближе другого. Шикарные водопады. Так, сейчас подхожу. Там он уже так все шумит яростно. Ни хрена себе, вон она. Изерла, вижу тебя впервые. Ой, какая она красивая. И здесь еще вот одна тропа идет, зверовая. Ух, ёпты, там дурнина. Обалдеть просто! Обалдеть! Я снимаю сейчас вверх камеру просто туда. Где-то шумит и бушует река, которая раздавит тебя и размозжит о камни в несколько секунд. А где-то растут вот такие милые, уютные грибы, которые могут наоборот дать тебе жизнь. И вот это вот контраст, вот эта разница в среде и вообще в ощущениях в тайге, она колоссальная, она шикарна. Вот поэтому я люблю ее и хожу в походы горно-таежные, в том числе и не только горные, и таежные. А также и степи тоже имеют какие-то свои вот такие стороны интересные. Вот она, эта красота нашей сибирской Саянской тайги. Зверовая тропа идет над ущельем, что ли. Должны быть водопады, выше которых рыба не поднимается. Но по звуку так не скажешь. Он просто сильно ниже идет. Метров 40 надо спускаться вниз, круто. Что-то пока нет желания. Хочу вверх пройти по карте до самого высокого, до самого высоко расположенного водопада. И там посмотреть. И там спуститься и начать идти вниз, короче, по реке прямо. Это не просто сделать. Но без рюкзака лазить, кстати, легче, но непривычно вообще. Развесовка и работа мышц настроилась уже давно на работу с рюкзаком. Короче, дисбаланс небольшой все же есть. Оказалось бы, должно быть наоборот. Опа. Косогором. Опа. Идем, Мишоу! Басовитый гул. 100 метров по карте. Слышен уже отсюда. Да, белая вода. Просто белый свет между деревьями. Обзейшн полный. Ну да, там красиво. Но я не уверен, что это то, что нужно. Я в любом случае чекну. Там все, вверх схожу еще немного. Вниз, чтобы не ошибиться. Ой, там вообще просто охеренно. Я сейчас покажу. Это просто будет абзац. Ой, вон там еще подход хороший, удобный. Нормально. Сейчас, я еще подхожу. Уверен, что кадров нету этих мест. Нигде. И не будет никогда больше. Я думаю.
Иду, спускаюсь, очень крутой здесь подъем, вот, если камеру в горизонте держать. Вон оттуда сверху я пришел, сверху иду, продираюсь. Легко это делать. После 36-килограммового рюкзака достаточно легко маневрировать. А здесь вот даже что-то типа старой тропы какой-то зверовой идет, заваленной. Нет, кажется, просто следы. Мишов! Я еще по дороге бруснику успеваю съесть. Она вон красная здесь, но она еще не спелая. Она только выглядит красной, но не совсем пригодной. Лажу здесь. Вон он, водопад. Вот такая дурнина превращается в небольшой водопад. На самом деле, я думал, он будет больше и суровее. Вон там видна радуга цветастая. И там белая-белая вода. Но на покраске здесь было бы тяжеловато. Я не рекомендую, конечно же, никому. Сейчас немного обойду. Вообще красиво просто. Вот такая река здесь на подъеме. Водометчики отдыхают. Спокойно, спокойно. Не парьтесь даже, водометчики. Не надо сюда ехать. Это не ваш уровень еще. Спокойно, ребят. Это уровень только АБВГ. Все нормально. То есть, ну, будьте спокойны дома, отдыхайте, ребят. Сейчас иду вон туда, попробую на эти камни пробраться. Сверху поснимать. Если я когда-то говорил, что вижу дурнину, я ошибался. Дурнина вот она здесь. Вот она, самая настоящая дурнина и водопад. Вот. Это один его рукав. Сейчас будет второй. А это взгляд вверх. Сплошная белая вода, прикольно. Вот такой водопадище. Ступаю сюда, прыгаю сюда. У-ху-ху-ху. Страшно, бля. Обзейшн полный. Только Денис из мастерской водомоторной 7 рек смог бы сделать со своей лодкой такое, что она бы поднялась здесь. Всем рекомендую посмотреть, что там. Инстаграм, короче, будет в описании у меня. Они там с лодками мутят 7 рек. Контора просто нереальная, красноярская. 100 пудов бы зашли, уверен. Ну ладно, может быть не в этом столетии, не в этом году, но я думаю, попытались бы и сделали. Вот такая дурнина. А там карман, вон там карман. Бля, 7 рек, я серьезно, настоятельно рекомендую лодку там затюнинговать. Можно это рекламой считать, а можно нет. Обзейшн полный просто. Вот почему рыба не проходит, пока из... А здесь вон какой плес. Я просто вот так стою. А вон там рыбы в таком количестве, что ее не переловить никогда всем водометчикам вместе взятым. Хотя это второй водопад, может быть, первый ограничивает и рыбу, и она здесь уже тоже не поднимается. И я когда смотрю на все это и рассказываю, пахнет ухой и рыбой, зажаренной в муке. Именно. Ой, вон там вообще шикарно. Ладно, такая проводочка небольшая из Ирлинского верхнего водопада. Водопад на КРСУ я все так и не показал. Ладно, когда-нибудь он будет тоже показан, я обещаю. Вон там интересно, можно прятаться. Заплывать туда на лодке и прятаться, только бы сверху не залило. Обзейшн полный. Это все, что я хотел показать здесь. А вот интересно, это контора 7 рек, которая бронирует лодки, тюнингует и всяко разно. Вот как бы они здесь шли? Вот так и просто нахрапом вверх, наверное, да? А как же бревно тогда? Оно бы помешало, правильно? Прикольно. Просто хочется яростно полечить. Я не знаю, с чем это связано. Кстати, у меня в инстаграме АБВГ777 первым делом выходят фоточки с похода, а уж потом со временем сам поход. И там клевые прикольные описания, над которыми можно поржать и поугарать. А фоточки в инстаграме появляются вот таким всяким хитрым способом. Подкладыванием мха под объектив, камушки, всякие, блин, вот эти вот на длинном фокусе. Ну, короче, это можно видеть, чего это все стоит. Это просто абзац. Не надо там никаких штативов, короче, все это гемор, вес и ненужная штука. Ну, конечно, удобная. Но вот это самый лучший природный штатив. Все. Выдвигаюсь на следующий водопад, который пониже. Первый. Снизу. Да, это один из самых таких интересных и красивых мест. А если еще понять, насколько он далеко и как это все дико, ценность увеличивается в разы. Ладно, иду на следующий водопад. Он ниже, метров 50-70. А вон там рыбу сейчас посмотрю, все же есть она или нет. Вот этот глубоководный плес. Здесь дна еще не видно, и оно постепенно начинает проявляться только здесь.
Честно сказать, недолго смотрю, но рыбы не видно на фоне. Вода прозрачная до дна. Если бы не вот эта белая пена, белые пузыри, ее было бы видно всю полностью. А вон он и водопад. Во, хариуза, вижу, все, видел хариуза, видел здорового лаптя. Наверное, он и в кадре мог попасть. Здесь рыба уже есть, значит. Не уверен, что есть смысл идти на следующий водопад. Все, стоят они здесь, красавцы, отлично. Но туда им не подняться, стопудово. Наверное, даже в большую воду нет. Ну ладно, все, мое сердце спокойно. Я видел, отвечаю, одного большого лаптя. Здесь уже можно ловить. А это второй Зерлинский водопад, ну или первый снизу. Он уже, конечно, гораздо менее интересный, гораздо, ну прям совсем. И по нему рыба где-то и проходит, и подходит. Вон там, думаю, самое хариузное место на земле, блин. Конечно же, рыбачить я здесь не буду, у меня маршрут. Я сейчас, оба, чуть не загремел с уступа, абзац, прикольно. Все, я сейчас возвращаюсь на избушку, собираю просто вещи, пью чай или кисель, думаю, кисель, и выдвигаюсь назад. И выдвигаюсь вниз к устью Изерлы на Малый Абакан. Там я планирую сделать полудневку, может быть даже дневку, и с плавом на Покрафте и Иволга отправиться все, короче, на выход. Возможно, через день или через пару суток я уже начну встречать людей. Здесь, возможно, будут охотничьи избушки, что-то там еще дальше. На карте, к сожалению, у меня их никаких нету. В общем, надо выдвигаться. Я там еще постоял на этой яме, пострелял глазами. Рыба там есть. Не скажу, что много, но видно, выходит на муху иногда хариус. Вон в той яме иногда бывают проблески. Не проблески, а сполохи цвета под водой, так скажем. Такие дела. Ладно, все, я выхожу обратно на избу. Там такие прижимчики справа классные, красивые. Ладно, времени уже мало, 12 часов. Надо еще пройти сегодня не меньше 4 километров. Без троп, по тайге, по Саянской. Такие дела. Пока собирал вещи, кисель остыл. 1,3 литра засажены, а уже тяжелое ощущение в желудке. Но уж лучше так, чем голод. Кисель — это крахмал, это углеводы. Мне сейчас углеводы не помешают. Я думаю, что я потерял, наверное, уже килограмма 4-5 точно за этот маршрут. Так, возвращаю сахар на место. Надо еще вещи сейчас сюда занести. Вот эти кучи тряпок, которые здесь висели, но я все отсюда вытащил. Так, сахар на место. Тут сапог какой-то валяется. Ладно, все. Что мне нравится в этой избе, тут практически нет щелей. Ну вот только под потолком одну увидел. То есть здесь даже зимовать будет комфортно. Например, та изба, которую я в прошлом году нашел, когда шел до Агафьи Лыковой. Я на нее вообще никаких надежд не питал, ничего, она мне не понравилась. Она была практически полностью разрушенная. А в этом году она мне настолько фартанула и пригодилась. Просто без этой избы я бы там охренел. Потому что постоянно, ну ладно, что об этом рассказывать, будет еще этот материал. Просто абзац. А эта изба еще лучше. О, кроссовки. Кроссовки с носками. Блин, мог забыть запросто. Какая-то летающая шалава укусила за губу. Наверное, теперь опухнет. Абзац, блин. Не видно еще пока, нормально. Итак, пришло время сваливать. Время без 15 час. Ну, понятно, тут была радиалка на выход. Ну, все нормально. Прощаюсь с избой. Это изба в таких местах на вес золота. Кроме как жопой мира это место никак не назовешь. Собственно, об особенностях избы, чего я никогда раньше не видел, да я и думаю, не я один. Это вот такая берестяная крыша, именно берестяная. Под ней нет никакой пароизоляции, под ней ничего такого нет. Это чисто листы раскатанной бересты, прибитые вот этими реечками. И вот она выполняет свою функцию, причем неплохо. Я раньше никогда такого не видел. Изба, по-моему, где-то течет, но не глобально. Возможно, эти прорехи, их можно устранить. Но я с этим связываться не буду, я как бы не умею, я могу только все испортить. В общем, такие дела. Здесь большой запас дров, здесь есть топор. Изба на мхе. Паза как такового, я понял, здесь нет. Но, наверное, он и не нужен, потому что здесь история строилась, скорее всего, чуть ли не в одни руки, на скоряк. Быстрее, в общем, нормально. Запас дров мне особенно понравился. Особенность еще этой избы заключается в том, что она с супер маленькой дверцей. Просто абзац. Блин, еще здесь невозможно стоять нормально. Все время пытаешься упасть, загреметь. Вот такая дверь. Она, наверное, метр в высоту и, наверное, ну еще меньше в ширину. Ну прикольно просто. Никогда таких маленьких я еще не видел. Потолок здесь сделан просто. Засыпан мох. Потолок, утеплитель на потолке мох. И жерди.
потолок из жердей и сверху мох. Тут какие-то сетки, старые трубы. В общем, такая интересная избушечка. Внутри я уже все показывал. Я обратно развешал все эти вещи. Как они висели, так и повесил. В общем, такие дела. Все, изба не помню, открыта была или закрыта. Но сделаю как надо, по правилам. Вот эта палка здесь стояла, она, скорее всего, как-то ее подпирала. Может быть, вот так, чтобы небольшой зазор был, чтобы она как-то вентилировалась более или менее, не сильно. Ну вот и отлично. Думаю, так и будет нормально. Дрова, все здесь я оставил как есть. Сжег буквально несколько, там штук 6-8 поленьев, чтобы подтопить на ночь печь. Такие дела. Ладно, все, выдвигаюсь на устье из Ирлы. Дальше устраиваю, возможно, полудневку. А возможно, сразу начну сплав. Когда я уходил, изба была такой. Замечательное место, замечательная изба. В этой жопе мира есть здесь самое место. Спасибо, изба. Еще здесь в округе нашел лестницу вот такую. И здесь можно видеть, что все сплошной бурелом, сплошной валунник. Вот это вся смородина и поросло. Все это валуны, камни. Тут вообще ходить невозможно практически. Все завалено и все в камнях, огромных бутаках. Такие дела. Еще такое ощущение, что вот здесь будто бы могила, что ли, камнями заложена. Ну, не знаю, могу ошибаться. Просто странно они здесь лежат. Такие дела. Такое место. Буквально с первых метров сразу же препятствия начались. Еще видел бурые тучи, но сейчас их нет нормально. Вот такая кедра упавшая, и я пойду по ней. Знаю, что на кору наступать нежелательно, она может съехать в разные стороны. Скорее всего, так оно и будет. Надеюсь, что не в этот раз и не при мне. Здесь очень высоко, где-то 2 с небольшим метра высота кедры над уровнем воды. И чем дальше, тем она уже, и тем более шаткая на ней кора. Но, к счастью, опыт таких переправ у меня уже есть. И немалый. Сделано. А из Ирла шеверистая. Иду уже вдоль нее. Иду в кроссовках, переобулся. Что-то сдули, в сапогах сначала пошел, потом переобулся. Какого хрена ноги идти жарить? И в кроссовках, и в штаны можно в носки заправить, герметичнее от клещей. Пока, правда, ни одного не встретил, но они могут быть запросто. Блять, спорить не надо со мной. Все, иду вдоль реки. Я подошел к полностью непроходимому прижиму из Ирлы. Надо возвращаться, она сейчас входит здесь в каньон. Каньон начинается с правого берега, потом будет уже с обоих берегов. Абсолютно непролазный прижим. Вот скалы. Вот это же скалы. Все, возвращаюсь немного назад, ищу залаз, чтобы пойти поверху. Из Ирла одна большая сплошная шевера. Просто дурнина, я бы по ней ни за какие деньги не поплыл ни на чем. Нашел облаз в 20 метрах. Залажу, хватаюсь за кусты. По-другому невозможно. И впереди увидел то ли тополя, то ли осины. Я их всегда путаю, никогда их не различал. Но, учитывая, что это дикие места, наверное, это осины. Но таких знатных толстых осин я давно не видел. Вот такой угол крутой. Фу. В этом облазе нашел петлю. Наверное, петля на зайца или еще на кого, не знаю. Довольно толстая. Довольно толстая и настороженная. В нее можно попасть. Мог попасть и я. Но она пока никому не нужна. Я, пожалуй, ее спущу. Тросик-то какой хороший, нержавеющий. Мне он не нужен. Чуть не загремел. Листья-то как шуршат, как в городском парке каком-то. Да я же и снимаю свои видосы в городских парках, в павильонах. Ничего экстремального, как считают некоторые долбоебы. Ладно, сейчас уже будет равнина, вон там чуть повыше. Подхожу к Изерлинскому каньону, вид будет сверху. Сверху и на долину из Ирлы. Такого никто никогда не видел, не показывал и не покажет, можно даже не сомневаться. Только на канале АБВ-ГАТ. Мой край. Моя родина. Как патриотично. Обзейшн. Как бы выбрать кадры-то получше, да ракурс. Ну что, вот и оно. Вытягиваю руку, а там вниз пропасть. Много-много метровая. Подходить даже близко не буду. С рюкзаком что-нибудь цепану, не, страшно. Возьмусь, пожалуй, за старую кедру. Просто как небольшую опору ее использовать. Вот он, Изерлинский каньон. Я сейчас буду обходить его справа, сверху. Нормально. Это, конечно, не на большом абакане щеке.
по пути Кагапилыковой нет. А вон там сорвался ворон. Ворон полетел. Слышал я несколько раз. Летит посмотреть, что здесь происходит. Стопудово. Сейчас подлетит. Вон он. Эй, ворон! This is Абавегат! Come on! Давай! Russian ворон хорошо! Да, второй заход, он не расслышал? Да, Абавегат! Ну, примерно, в общем, вот так. Каньон Изырлы. Поворачивает, все строго как по карте. Никаких сомнений. А может быть и можно было здесь уже плыть на Покрафте, но это можно было только самоубийцам делать. Я-то как бы планирую еще продолжать рыбалку, отдыхать, жить, наслаждаться жизнью, в общем, радоваться. Огромная высота, я говорю. Вот так вот подхожу, а сам думаю, да ну нафиг, может не надо. Реально стрёмно так. Но внизу деревья где-то здесь местами и пройти можно было бы, наверное. Вон там белая вода, дурнина. Дурнина дурниной. Ладно, вот из-за этой горы... здесь не видно. В общем, там скоро приходит Малый Абакан. Это то, что мне нужно. А вот эта бирюзовая вода, например, за кедром, вот, пожалуйста. Там наверняка стоят десятки крупных хорюзей, лаптей. Это все вон там. Обход каньона несложный. Не сложнее всего того, что было до этого. Каньон вон он слева, и там же слева видна река. Только сейчас обратил внимание, вот когда снимать стал, оглядываться. Белая вода прет. Вон она. Сейчас начал снимать, чуть не скатился тут немного. Белая вода. Подсек Охотничий Путик, более или менее направление угадывается. Здесь же есть местами пропилы. Но пропилено не все, и здесь это все прекрасно видно. Отсюда же сверху прекрасный вид на реку. И там видно и зеленую воду, и белую. Хорошо здесь. Такой теплый сухой ветер. Офигенно просто. Местами тропа проходит прямо над уступом, в нескольких метрах от уступа. Одно место такое я уже прошел, более опасное. А здесь вот так. Я не пойду даже туда, никакого желания нет. Достаточно и этого. Огромной высоты скалы, ну блин, как нормальный многоэтажный дом. Это все это место. Обалденное просто. Вот здесь надо пройти, я с рюкзаком очкую. За кедру схвачусь лучше. Да хрен знает вообще чего ожидать, оно мне надо так рисковать. Все, иду вверх по тропе. Отлично. Начался долгожданный спуск вниз, уже к реке. А вот опять кости какого-то животного. Причем такие основательные, ни хрена себе. Ну, это, видимо, сустав ноги одной из ног. Они такие тяжелые, эти кости, что череп тогда вчера я поднимал, что вот эта костина тяжеленная. Короче, надеюсь, что подъемов уже больше не будет никогда за этот поход. И я уже только лишь спущусь к реке, и весь мой дальнейший путь будет проходить вдоль реки. Несколько раз менял тропу. Я не постоянный, оказывается. Да и тропа не постоянная. И уже начали попадаться вот такие скальные развалы, каменные реки. Где-то уже слышно шумит река, возможно, это устье Изырлы с Малым Абаканом. Тропа уже сильно спустилась вниз. Здесь уже немного другой лес, какой-то он... Не знаю, может быть, я просто устал и кажется он мне более буреломным, каким-то сложнее тут идти, тропа чаще завалена. Я снимаю сейчас на 360 градусов примерно. Я уже пытался найти весло, неудачно получилось. Слишком сильно его обломал, короче, и абзац. Я хочу 2,20, чтобы было весло во всю длину. Получилось покороче, в общем, выбросил его. И это была елка. Оно, конечно, легкое, классное, но слишком сучкастое, обрабатывать его долго и сложно. Поэтому я решил найти какую-нибудь сухую иву, подходящую, да как я обычно и делаю на сплавах. Там на берега они полностью поросшие ивой, поэтому, наверное, проблемы не будет. Единственное, сухую иву однозначно, или может из завалов что-нибудь достать. Ну, полагаю, что до воды мне идти, ну, наверное, еще с полкилометра от силы. Уже скоро вода. Итак, я выхожу к Изырле. Здесь она не исключено, что разделена множеством проток. Возможно, это одна из них, а возможно, это и само основное русло. Пока это не точно. Шел до сюда я 2,5 часа. Смотрю уже, изучаю реку. Как тут что? О, какие хорошие косы. Ёпарасоте, обзейшн. Ага, вон следующая коса, вся буреломная, да? А вон там уже ивняк, и в плавнике можно будет поискать весла. Прохожу 50 метров дальше. Натыкаюсь на заросли спелой брусники и ем ее. Итак, за моей спиной Изырла.
И это уже ее косы, они огромные, здесь их очень много, завалы, в общем, все такое. Итак, 7,5 дней я был в пути, было пройдено около 125 километров горно-таежной тайги Саян. 4 перевала за спиной, продуктов осталось совсем кропаль, вообще ни о чем. И я сейчас рассчитываю только на рыбу, чтобы хоть более или менее как-то продержаться. Еще сплав 2 дня, я думаю, не меньше, а то и больше. В общем, это уже совсем другая история. Рыбалка, жизнь на косе, сплав, это уже все, это уже следующее. Ну и обычно поиск весла, обработка его, подготовка и выплываю. Становаться буду где-то по косам, пока не доплыву до более или менее цивилизованных мест. Там буду... Меня ждет кордон, кстати, я, возможно, снова буду директором кордона. В общем, такими были эти 7,5 дней, из них 1,5 дня дневок. До новых встреч!